Отель Fairmont Banff Springs является одной из популярнейших локаций Канады. Однако его известность обусловлена не только качеством сервиса и удачным расположением, но и массой мистических историй о тайных комнатах, призраках и пропавших туристах. Какие же секреты скрывают стены загадочного отеля? Будем разбираться вместе с вами. Строительство Fairmont Banff Springs началось в 1880 году. Расположенный в живописном городке Банф на юге скалистых гор Канады, отель должен был стать одним из лучших в стране. Впрочем, уже на этапе строительства начали происходить первые странности. Бригада, занимавшаяся созданием отеля, допустила серьезную ошибку, в результате которой один из номеров был построен без единого окна. Когда строители осознали свою ошибку, они по какой-то причине решили не сообщать о ней владельцам отеля и просто замуровали бракованную комнату. Поразительно, но этот секрет долгое время оставался нераскрытым. Лишь во время крупного пожара в 1926 году персонал отеля обнаружил замурованный номер без окон на 8-м этаже здания, который впоследствии превратили в складское помещение. Однако, по свидетельствам очевидцев, эта комната по каким-то причинам навевала страх на каждого, кто входил в нее, а потому ей пользовались крайне редко. Наибольшее количество историй связано с номером 873, расположенным на 8-м этаже отеля. На протяжении многих лет постояльцы комнаты жаловались на то, что именно в этом номере обитают духи, которые настроены отнюдь недружелюбно. Так, один из туристов рассказывал, что ночью невидимая сущность вырвала у него из-под головы подушку, а другой сообщил, что он был разбужен зловещим смехом, а после сброшен с постели. При этом практически все постояльцы номера 873 говорили об отпечатках детских ладоней на зеркале и стенах, которые появлялись так же внезапно, как и исчезали. Примечательно, что и персонал отеля неоднократно видел следы маленьких рук, которые невозможно было стереть ни одним моющим средством. Отпечатки исчезали сами по себе, а затем вновь появлялись, вселяя настоящий ужас в тех, кто становился свидетелем этого действа. Согласно легенде, однажды в комнату 873 заселилась семья из 3 человек, супруги и их маленькая дочь. Спустя несколько дней пребывания в отеле они внезапно исчезли, после чего персонал Fairmont Banff Springs решил отправиться к ним в номер и проверить, все ли в порядке. Когда администратор и горничная открыли дверь комнаты, они пришли в настоящий ужас. Все члены семьи, включая ребенка, были мертвы. По одной из версий, постояльцев убил неизвестный преступник. Согласно другой, жена и ребенок погибли от рук главы семейства, который внезапно потерял рассудок, убил супругу и дочь, а после покончил с собой. Впоследствии проклятый номер был навсегда закрыт, а его дверь замурована. В настоящее время он не значится даже в планах здания. Однако даже сегодня некоторые туристы видят погибшую в комнате 873 семью в коридорах 8-го этажа здания. Отель Fairmont Banff Springs был излюбленным местом для проведения свадебных церемоний. За 133 года своего существования отель повидал немало счастливых молодожен. Однако история погибшей невесты оставила темное пятно на его репутации. В 30-х годах 20-го столетия очередная молодая пара решила отпраздновать свою свадьбу в живописном канадском отеле. В назначенный день гости собрались в холле Fairmont Banff Springs и вместе с женихом стали ждать появления невесты, которая должна была спуститься по лестнице, украшенной сотнями свечей. Все шло по плану, но внезапно подвенечное платье невесты зацепилось за одну из свечей.
Наряд моментально вспыхнул. Запаниковав, девушка начала совершать резкие движения, пытаясь сбить пламя. Оступилась и, потеряв равновесие, упала с лестницы. Прибывшие на место врачи сообщили, что ее смерть наступила мгновенно. Трагедия, случившаяся в тот день, повергла в шок не только гостей свадьбы, но и всех жителей. Люди стали приписывать отелю статус проклятого и старались избегать его любой ценой. А те, кто все же решался заселиться в отель, стали рассказывать о том, что видели призрак погибшей невесты. Согласно легендам, ее дух, облаченный в подвенечное платье, любит расхаживать по холлу отеля, но чаще всего его можно увидеть на той самой лестнице. По вечерам невеста спускается вниз, останавливаясь на том месте, где загорелось ее платье, и замирает в ожидании. Еще одна жуткая легенда отеля связана с леди в красном. В 1944 году недалеко от Фэрмонт-Банф-Спрингс случилась страшная автомобильная катастрофа, в результате которой погибла молодая девушка. Считается, что все случилось так быстро, что ее душа не успела осознать того, что произошло, и теперь бродит по территории отеля. В отличие от других призраков, леди в красном является злобным и агрессивным привидением. Постояльцы отеля рассказывали, что по вечерам она бродит в саду и издает жуткие звуки, пугая гостей. А кроме того, любит нападать на туристов в лифте, внезапно появляясь из люка. Также существует легенда о том, что в прошлом столетии в отеле регулярно пропадали постояльцы. По словам персонала, более 100 заселившихся гостей Фэрмонт-Банф-Спрингс бесследно исчезли через некоторое время после того, как прибыли в отель. Однако руководство, желая скрыть факт пропажи людей, проигнорировало происшествие, оформив бумаги о выселении. Впрочем, никаких данных, которые могли бы подтвердить версию об исчезновении туриста, на сегодняшний момент не существует. Самым дружелюбным призраком Фэрмонт-Банф-Спрингс является посыльный Сэм Макколли, погибший в 1975 году. Постояльцы отеля не раз видели улыбающегося мужчину, который открывал им двери, помогал попасть в номер при утере ключа и даже будил по утрам. По словам гостей, призрак выглядел как живой человек. Он был одет в клетчатую рубашку, ту, в которой он был в момент смерти, вежлив и крайне услужлив, а потому ни у кого не возникало мысли о том, что перед ними привидение. Персонал отеля вспоминает, что при жизни Сэм буквально боготворил свою работу. Он часто работал сверхурочно, заменял заболевших сотрудников в свои выходные и не отказывался брать дополнительную нагрузку. Вероятно, и после смерти он продолжил относиться к своей работе с большой любовью и не хотел покидать стен отеля. Одна из посетительниц отеля по имени Джули рассказывает такую историю. Она отдыхала в своей комнате, как вдруг внезапно понизилась температура, и в следующий момент она почувствовала, как кто-то схватил ее за ногу. Женщина по имени Дэл Мари Лэмб рассказывает, что останавливалась в отеле со своей семьей в комнате, которая была оборудована камином. В свой второй визит она попросила предоставить ей ту же комнату с камином, на что ей ответили, что таких комнат в отеле нет. «Но у меня есть фотографии из этой комнаты с камином», — возразила Дэл Мари Лэмб, на что ей снова ответили, что таких комнат в отеле Фэрмонт-Банф-Спрингс нет и никогда не было. А какие истории об этом страшном отеле знаете вы? Может быть, вам есть что рассказать? Смело пишите в комментариях. А также оставляйте заявки, если вы хотите услышать историю какого-нибудь страшного отеля или другого места. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик.
чтобы услышать и увидеть новые страшные истории.